Всем привет! На связи Ресим. Сегодня у меня обзор на игру Starship Corporation, симулятор управления компанией по строительству космических кораблей. По сюжету, после тяжелых времен войны за независимость, компания отца практически рухнула, и тебе по наследству перешла одна единственная оставшаяся в строю верфь на орбите Марса. У тебя есть два пути: вернуть компании былое величие или обанкротиться и исчезнуть под натиском конкурентов. Итак, ты начинаешь свою кампанию с создания имени и предыстории. Действие игры происходит в 3020 году. Первым делом с тобой познакомится личный консультант, который время от времени будет давать советы, полезные и не очень. Также с тобой будут связываться родственники, заказчики, политики с просьбами проспонсировать предвыборную программу. Все как всегда. В распоряжении твоей компании есть два старых судна: спасательное и шахтерское, которые помогут тебе с выполнением небольших работ, принося стартовую прибыль. Твоя верфь находится на Марсе. Там можно брать заказы по строительству кораблей, выполнять спасательные операции, принимать заказы по устранению пиратов, перевозке грузов, расчистке космического пространства от астероидов и прочего мусора. На галактической карте 7 обитаемых звездных систем, которые со временем расширяют свое влияние и, следовательно, растет потребность в космических кораблях. Интересно, смогут ли люди к третьему тысячелетию так расселиться за пределами Земли? Как думаешь? Пиши в комментариях. В игре есть несколько разделов, и первый из них — это проектирование кораблей. На мой взгляд, один из самых интересных. Для выполнения каждой работы у заказчика могут быть свои требования к оснащению космического корабля, начиная с оборудования и заканчивая количеством экипажа. Покупатель платит, а ты делаешь. При проектировании тебе необходимо распределить на площади корабля все необходимые отсеки, начиная с главных систем, двигателей, жизнеобеспечения до коридоров и переходов. Над размещением туалета тут думать не придется, к счастью. У кораблей может быть разное количество палуб, поэтому располагать отсеки надо так, чтобы техники могли эффективно выполнять свою работу по поддержанию оборудования в рабочем состоянии, а не заблудиться в лабиринте. И в случае аварии быстро добраться до места, пока не стало слишком поздно. Следующий раздел — это управление экипажем. После того, как ты спроектировал свою посудину, необходимо ее протестировать и перепроверить с помощью различных симуляций внештатных ситуаций. Например, пожар на палубе, сбой электропитания, заболевание экипажа, нападение, столкновение с астероидом или космическим мусором, мятеж и многое другое. Тест можно проходить самостоятельно, управляя экипажем, и посмотреть, насколько эффективно вы спроектировали отсеки и переходы между ними. И в зависимости от результата гордиться собой или почувствовать себя тупым. Тест длится всего 10 минут, но можно пройти тест в автоматическом режиме и не заморачиваться. После прохождения теста ты увидишь результаты со статистикой по повреждениям, раненым членам экипажа, которые могут умереть, например, если их унесет в открытый космос в случае разгерметизации. Следующий раздел — это исследования. Технологий довольно много. Главные модули, такие как капитанский мостик, бортовые компьютеры, навигация, сенсоры, связь, различные двигатели, энергоустановки, системы охлаждения, боевые, защитные системы, трюмы различных размеров и под разные цели, каюты для экипажа и киборгов, вторичные блоки с переходами, люками и всякие узлы, шахтерское оборудование, фюзеляжи для новых кораблей от транспортов до военных крейсеров и других типов кораблей. И, конечно же, раздел систем жизнеобеспечения. Без них в космосе не выжить. Игра предлагает широкий выбор в плане технологий и их использования в проектировании. А в финансовом обзоре сможешь посмотреть результаты деятельности компании, как у нее идут дела
какой ты управленец и откуда у тебя руки растут. В базе данных сохраняются все твои проекты. Так легче проводить изменения в старых версиях корабля, чем создавать заново. Но иногда, конечно, надо делать новые проекты, чтобы не летать на старых ведрах. Строя новые верфи в других системах, можно выполнять больше заказов и, следовательно, увеличить прибыль, в чем, в общем-то, вся суть игры. И подведем итог. Игра заслуживает внимания, особенно мне понравилась часть с проектированием кораблей и проверкой работоспособности. Очень занимательный процесс. И режим обучения вполне подробный, без него было бы сложно сразу разобраться, что к чему лепить. На этом, пожалуй, у меня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, до связи.